Друзья, по вашим просьбам мы продлили скидку на новый курс «Рисунок головы» до 31 августа. Так что милости просим, заходите на сайт. Курс состоит из 8 уроков. Есть пакет без обратной связи, есть пакет с обратной связью, где я буду разбирать ваши ошибки, указывать на них, и вы будете их исправлять. Можете присылать исправленные. Так что это серьезная работа. Курс вам дается на 4 месяца, чтобы подтянуть все свои сокровенные навыки в рисовании сложной формы. Антонина. Можно ли фотоперспективу, то есть искаженную такую, вот когда широкоугольником снято, изменить, как будто это пленэр? Можно. Что именно надо изменить, кроме как увеличить дальний план? Спасибо за ваше творчество, педагогику. Спасибо вам, что смотрите и откликаетесь. Я думаю, что мы смотрим на какой-то мотив и можем менять вообще все, что угодно. Лишь бы из этого сочинилась убедительная, яркая, неожиданная композиция. Не такая, как учебная, где все очень правильно, прямо так, что аж прям не очень хочется смотреть. А такая, какая, кстати, что вы скажете на этот счет? Композиция рознь. Художник вычленяет главное из того, что он видит, и отбрасывает ненужное. Отбросить ненужное, пожалуй, самое сложное в живописи. Я же вижу, а из этого надо сочинить что-то такое, может быть, лаконичное. Мне нравится лаконичное решение. Тогда все, что ты видишь, ты смотришь на видимый мир с точки зрения волшебника, который обращает внимание зрителя на что-то очень важное, а что-то второстепенное, менее обращает внимание своими средствами художническими, выразительными. Так что меняйте что угодно, как угодно. И, может быть, посмотрите мои уроки на тему композиции, кстати, 13-й. И 1-й тоже. Там и о композиции, и о видении художника. Кстати, на эти вопросы, может быть, вы найдете там ответ. Рут Гонзалес. Без голой бабы никак. А говорят, женщины провоцируют. Это у мужиков в голове и все озабоченные. Если рядом бабы нет, то он ее нарисует. То есть везде видит, голую бабу. Рут Гонзалес. Мужик, видимо, отвечает. Даже не отвечает, а просто констатирует. Если гусеница, например, ползет, ты не будешь на нее долго смотреть. Хотя, не знаю, может быть, есть такие зоофилы, которые вообще будут... А если девушка купается, например, обнаженной, где? В бассейне, вы можете смотреть часами. Я был в Индии первый раз, меня это очень сильно удивило. Это Ришикеш, конечно, Ганг или Ганга. И девушки белокожие купались. Естественно, там положено специальная сари для купания. Там нельзя. Купальник, вы что? Ни в коем случае. Тем более открытый. Нет, в саре замотанный. Так вот, индусы, было человек 50, наверное. Они, мы на берегу проводили довольно-таки целый день, наверное. И они целый день сидели. Они никуда не уходили. Они просто поодаль, так, метров в 10. Собрались кучками, смотрели. Они наслаждались, мне кажется, осознанно, конечно. То есть красиво, красота линий женского тела, тем более, когда она что-то совершает, какие-то действия купательные или, например, в тренажерном зале я любуюсь, когда девушки выполняют упражнения, прям заглядение. Это очень красиво. Специально хожу, чтобы полюбоваться. Не то, чтобы там позаниматься спортом. Нет, у меня такой как у Руты Гонзалеса, озабоченность у меня такая. Что поделать, природа берет свое, да. На наброски тоже езжу. В конце ролика, кстати, покажу наброски, которые делал Надысь Тупорыш давеча. Так вот, специально, да, чтобы посмотреть, полюбоваться с разных сторон. Позы же принимаются и сзади, и сбоку, и спереди.
И лежа, конечно же, Рут Гонзалес. Да, любуюсь, рисую. Рисование на самом деле на втором месте в этом случае. Конечно же, просто полюбоваться и позырить. Другой задачи пока что я не придумал. Друзья, через месяц мы едем писать в Армению. Я провожу там мастер-класс, присоединяйтесь к группе. А потом сразу же еду в Италию на озеро Гарда. Группы уже практически набраны, но вы можете еще включиться в команду. Присоединяйтесь. Дальше идем. Адагри. Я тоже замечаю, что то, что быстро и на малых форматах, получается лучше. В больших начинаю плавать. Только не в том смысле, что вы употребили, а со знаком минус. Начинаю тонуть. Единственное море, в котором приятно тонуть, это море удовольствия. Видимо, об этом. Что-то мы сегодня не туда. Пока разберешься со всеми тонами, полутонами, тенями, уходит вообще желание рисовать. Устаешь. И главное, что уже не радует сам процесс и результат. Нет свежести, замученность одна проглядывает сквозь толстые слои краски. Как быть? Может остановиться на маленьких форматах? Может, это и есть моя стезя? Не зря же я любила... это девушка. Адагри. Спринт еще со школы. То есть быструю езду такую. 100-метровку. Марафоны уже не мое. Ну, кстати, да, может и остановиться на маленьком формате. На маленьких блюдцах, например. Чего на большую тарелку шарах на ночь, например. Маленькая. 250 грамм. Порция. Ее, кстати, и кушать быстрее. А если медленно кушать, то можно насытиться, даже еще и половину не съешь. Так, хорошо, значит, маленький формат, да? Ну, да, есть, например, даже сайт, я не помню, как называется, у меня была создатель этого сайта, по-моему, в 2 классе или 3 в Америке, в городке Юджин, мы еще там альпаковая ферма была, мы проводили там классы, да, девушка была, которая создала такой сайт, недорогие там живописные какие-то произведения малого формата. И он очень успешный. Значит, в этом есть потребность небольшого формата, недорогие работы люди покупают, естественно, быстрее, чем дорогие. Ну вот, давайте попробуйте. Да, меньше красок уйдет, во-первых, быстрее сделать. А потом, когда вы почувствуете, что хочется большой, берите большой, но пишите модульно. Значит, кистями побольшего размера, краски тоже побольше, а сохраняя тот пыл и азарт, который в маленьком. То есть счищаешь в мусорку, новую краску много же надо, да? Если на большом, то очень много. Опять счищаешь в мусорку. И вот этот процесс, он может так, вы можете так его полюбить, что перестанет иметь значение, какой формат вообще. Маленький, большой. Главное выработать вот эту технологию азарта, живописи, быстрой живописи. Так что, для начала я бы советовал начинать с того, что вы только на маленьких пишете. Ведь же вы пишете обобщенно, не закапываясь во всяких пестиках, тычинках, а большими массами, а это очень целостно. Целостная живопись выходит. Неля, 75, хороший, написала письмо. 2 год я с вами в общении. Я все новое и новое нахожу в нашей беседе. Это приятно. Уж сколько раз вы говорили про новые цвета, а только сегодня до меня дошло. Волшебство. Вы представляете? Но это обычная норма. Может быть, даже и 2 лет недостаточно. Я могу кто-то через 10 лет дойдет до кого-то. Одна девушка на мастер-классе громко, люди, в Гурзуфе было дело, купались, вдруг она закричала: «Я поняла!» Все обернулись, некоторые убежали, громко закричала. Да, поняла. Я признаюсь вам, что когда я начал вести
эти самые мастер-классы живые, да. И до меня самого начало доходить то, что я рассказывал людям. Ну, известна же формула, если хочешь научиться, начни обучать. Так что вот такая штука. Попробуйте, Неля, кого-то учить живописи. И вы удивитесь, сколько новых открытий, которые уже, о чем мы уже много раз говорили, до вас дойдет еще новых и новых. И они бесконечны, эти открытия. Татьяна Ф. Можно ли темперу подкрашивать акварелью для получения недостающих цветов? Ну, лессировать. Да, есть такая практика. Мы даже в Строгановке это пробовали делать. Ну, ерунда полная получается. Ну, можно. Но это, на мой взгляд, ерунда. Может быть, кому-то действительно нравится. С другой стороны, ну, есть же темпера, белила же есть. Ну, разведите вы цвет, который нужен. Просто касание делайте легкие. Разное надавливание очень важно. И добавляйте себе на здоровье темперу в темперу. Зачем акварелью-то мучить это? Ну, ответ можно. Можно все что угодно. Можно даже по темпере и маслом потом писать. Делают так художник. Например, один черный берет только черный, делает вот этот самый. Ну, даже не подмалевок, это какое-то графическое решение, черно-белый. И потом цветом по нему. Очень интересно получается. Фактически он прорабатывает рисунок даже жестко. И какие-то большие массы, которые вот взяты контрастно, да, а потом разрабатывают, деталируют это уже в цвете. Ну, красиво. Предлагаю вам посмотреть еще один ролик после этого. Художник и вдохновение в живописи. Будет интересно. Но пока не забудьте там отметиться и сделать все, что нужно. Счастливо.